Борьба за Кильяном Мбаппе начинается. Манчестер Юнайтед нашел замену Варану. Рубка Ливерпуля и Ньюкасла. Претенденты на Жан-Клера Тодибо. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Манчестер Юнайтед видит в центральном защитнике Аталанты и сборной Италии Джорджо Скальвини замену Рафаэлю Варану, сообщает Футбол Италия со ссылкой на Тутоспорт. По информации источника, МЮ проявляет очень серьезный интерес, однако Аталанта не собирается продавать футболиста в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Скальвини провел за Аталанту 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Его контракт с итальянским клубом действует до конца июня 2028 года. Ливерпуль может побороться с Реалом за подписание Кильяна Мбаппе. Как утверждает Le Parisien, мерсисайдцы мечтают подписать форварда ПСЖ по двум причинам. Во-первых, игрока рассматривают как замену Мухаммеду Салаху, контракт которого истекает в 2025 году. Активный интерес к египтянину проявляют клубы из Саудовской Аравии. Во-вторых, трансфер Кильяна позволит Ливерпулю сократить разрыв от Манчестер Сити. Утверждается, что тренер красных Юрген Клопп уже 9 лет наблюдает за Мбаппе, и Кильян это ценит. В то же время Le Parisien отмечает, что жесткая тактика Реала в отношении трансфера француза не имеет шансов на успех и контрпродуктивна. Пеп Гвардиола поддержал идею профсоюза футболистов подать в суд на FIFA из-за расширения игрового календаря. Только игроки могут что-то изменить. Я уже говорил, что у нас слишком много матчей. Проблема в том, что летом у нас всего 3 недели отпуска. Этого недостаточно, чтобы восстановиться. Взгляните на количество травм. Приводят слова Гвардиолы Daily Mail. Челси, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм интересуются игроком Ниццы Жан-Клером Тодибо. Как сообщает журналист Футмеркато Санти Ауна, синие начали переговоры с целью подписания защитника. Челси хочет оформить переход Тодибо уже в это трансферное окно. Этот футболист высоко котируется в шорт-листе клуба. Весьма конкретную заинтересованность в Тодибо ранее выражал Тоттенхэм. Защитнику нравится проект, представленный этим клубом. Француз также остается в списке потенциальных новичков Манчестер Юнайтед, а сама Ницца не намерена продавать футболиста в январе. Кейлор Навас пытался вернуться в Реал Мадрид, когда Тибо Куртуа получил травму. Как отмечает Марка, в августе вратарь сборной Коста-Рики сам предлагал свои услуги испанскому клубу. Мадрид предпочел оформить переход Кепе Аризабалаги, арендовав этого голкипера у Челси. Навас выступал за сливочных с 14 по 19 год. В настоящее время Кейлор остается вратарем ПСЖ. Защитник Барселоны Маркос Алонсо перенесет операцию на первой неделе этого года. Решение о хирургическом вмешательстве связано с проблемами в поясничной области спины, из-за которых футболист не принимал участия в матчах в последние недели. Алонсо не играет с 7 ноября. Манчестер Сити завершает сделку по покупке 17-летнего полузащитника Ривер Плейт Клаудио Эчеверри, сообщает Фабрицио Романо. По информации Романа, клубы обмениваются всей необходимой документацией для заключения соглашения. При этом важно понимать, что Эчеверри сможет усилить команду Хосепа Гвардиолы лишь в декабре 24-го, так как до этого времени он будет играть важную роль в структуре игры Ривер Плейт. Аргентинский талант подпишет с Сити 6-летний контракт. Брентфорд хочет получить 80 миллионов фунтов за Айвена Тоуни. Одним из претендентов на нападающего считается Арсенал, в который готов перейти и сам футболист. Но запрашиваемая сумма может стать препятствием для трансфера. Журналист Бен Джейкобс сообщил, что Брентфорд не планирует продавать форварда в зимнее трансферное окно и хотел бы подписать с игроком новый контракт, возможно, с суммой отступных. На данный момент Айвен отбывает дисквалификацию за нарушение регламента о ставках. Вернуться на поле он сможет 16 января. ПСЖ заинтересован в приобретении Калвина Филлипса. Полузащитник ранее выразил готовность покинуть Манчестер Сити в зимнее трансферное окно. Отмечалось, что главный тренер горожан не рассчитывает на игрока.
ПСЖ присоединился к ряду клубов, среди которых присутствуют Ньюкасл и Ювентус, которые также надеются договориться о переходе Калвина. Айнтрахт арендовал полузащитника МЮ Дони Ван де Бека, сообщается на сайте немецкого клуба. Арендное соглашение 26-летнего голландца рассчитано до конца сезона и включает опцию выкупа. В этом сезоне Ван де Бек провел 2 матча. Ранее хавбек выступал за Эвертон и Аякс, в составе которого стал чемпионом Эредивизия, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Канадский полузащитник Тейджен Бьюкинен, выступающий за бельгийский Брюгге, уже на этой неделе может пополнить состав миланского Интера. Об этом сообщает Фабрицио Романо. Как отмечает источник, этот переход обойдется Интеру в 10 миллионов евро с учетом бонусов. Итальянский клуб ведет переговоры с бельгийцами со вчерашнего дня, надеясь закрыть сделку на этой неделе, предположительно в среду. 2 клуба из Саудовской Аравии заинтересованы в защитнике Манчестер Юнайтед Рафаэле Варане. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, МЮ не намерен активировать опцию продления контракта, который истекает в июне 24-го на еще 1 год. Аль-Итихад и Аль-Наср следят за ситуацией с будущим 30-летнего защитника. Француз выступает за Манчестер Юнайтед с лета 21-го. Портал Трансфермаркт оценивает его стоимость в 25 миллионов евро. Нападающий Хетафе Мейсон Гринвуд может сменить клуб и при этом остаться в Ла Лиге. Права на 22-летнего англичанина принадлежат Манчестер Юнайтед. Барселона крайне заинтересована в подписании контракта с этим футболистом и готова даже рассмотреть вариант с передачей ему права на футболку с номером 10, под которым играл Лео Месси. Впрочем, как сообщает Марка, мадридский Атлетико также настроен очень серьезно и даже начал процесс переговоров по переходу нападающего. Трансферная стоимость Гринвуда оценивается в 7,5 миллионов евро. Вчера состоялся матч 20-го тура английской премьер-лиги между Ливерпулем и Ньюкаслом. Матч завершился победой Ливерпуля со счетом 4-2. Первый тайм запомнился нереализованным пенальти Мухаммеда Салаха на 22-й минуте. После перерыва египтянин взялся за дело и вывел хозяев поля вперед на 49-й минуте. Но спустя несколько минут нападающий Ньюкасла Александр Исак сравнял счет во встрече. После этого Ливерпуль включился на полную и отправил в ворота гостей 3 мяча. На свой счет голы записали Кертис Джонс, Коди Гакпо и вновь отличился Салах. Сороки сумели ответить лишь 1 мячом. После этого матча Ливерпуль располагается на первом месте с 45 очками, а Ньюкасл на 9-м, имея в своем активе 29 баллов.